Всем привет, приветствую на канале. Сегодня мы поговорим об одном из моих видео, которое я публиковал ранее, в котором я показывал, как снять хром с решетки радиатора. Видео я публиковал более чем 2 года назад и получил достаточно много разных комментариев с вопросами относительно материалов, которые я применял для снятия хрома с решеток радиатора и окраски. Сразу покажу, как выглядят решетки радиатора спустя 2 года эксплуатации. Качеством покрытия и внешним видом я доволен. Относительно материалов, которые я использовал для того, чтобы снять поврежденный хром с решетки радиатора. Самый главный и основной материал — это хлорное железо в пропорции 1 к 3 с подогретой дистиллированной водой до температуры 60-80 градусов Цельсия. Касательно емкости, в которой я осуществлял процесс травления или снятия хрома с поверхности решеток радиатора. Это небольшая пластиковая емкость, размеры вы можете видеть на видео. Хочу акцентировать внимание, что емкость, в которой мы будем осуществлять процесс снятия хрома, должна быть обязательно пластиковая. Конкретно эту я покупал в строительном магазине. Сразу скажу по мерам предосторожности при работе с хлорным железом. Процесс травления лучше осуществлять в хорошо проветриваемом помещении или на улице. Обязательно проводить работы в защитной маске и перчатках. Также в комментариях задавали люди вопрос по поводу того, можно ли применять повторно хлорное железо в разведенном состоянии. Сразу отвечу на этот вопрос: да, возможно, и возможно применять неоднократно. Хранить состав можно в герметичной пластиковой емкости, допустим в пластиковой бутылке из-под жидкости для омывателя лобового стекла. Для того, чтобы удалить остатки хрома из раствора, можно положить несколько ржавых гвоздей на дно пластиковой посуды и оставить на хранение. Также в комментариях писали люди про использование такого средства, как крот, для снятия хрома с пластиковой поверхности. Скажу сразу касательно этого средства, что крот может повредить пластик решеток радиатора. Также хочу ответить еще на один из вопросов, которые были заданы в комментариях, из-за чего жидкость в конце отравления поменяла свой цвет с бурого на зеленый. Состав деградировал из-за содержания меди, из-за того, что хром наносится не на сам пластик решеток, а на медь, и под хромированным покрытием есть определенное количество меди, что и вызвало такого рода реакцию нашего состава для снятия хрома. Но это не страшно, поскольку раствор можно отстоять несколько суток в темном помещении, и он снова приобретет бурый цвет, после чего можно использовать повторно. Для полного погружения решеток радиатора в состав мне понадобилось 2 литра дистиллированной воды и 500 грамм хлорного железа. Покупал хлорное железо, фасованное в емкости по 100 грамм. В данном соотношении хром полностью удалился с поверхности пластика за 24 часа при условии температурного режима 20 градусов Цельсия на улице. Для окраски решеток радиатора я применял грунт для пластика, черную матовую краску от производителя Novol. Лак можно также использовать от этого производителя в аэрозольном виде. Я использовал лак со своих остатков после окраски колесных дисков и наносил его при помощи пульвера. Я сделал небольшую нарезку из нескольких моих видео на канале о том, как снять решетки радиатора, как снять хром с решеток радиатора и как покрасить решетки радиатора. Данный материал я добавил в это видео. Не забывайте поставить лайк под этим видео и включить кнопку оповещения на канале, чтобы не пропустить новые видео. Приятного просмотра! Для того, чтобы разъединить решетки, нам понадобится отжать 8 пластиковых фиксаторов и рассоединяем решетку радиатора. Выводим внутреннюю часть и снимаем. Так выглядит наша внутренняя часть решетки радиатора. Снимаем наружную часть решетки. Так выглядит повреждение хрома на наших решетках. Снимать хром мы будем при помощи хлорного железа. Хлорное железо применяется для травления печатных плат в электронной промышленности. Приобрести можно в радиомагазинах или радиорынках. Работать с хлорным железом необходимо в маске и перчатках. На вид это мягкая кристаллическая масса ржаво-коричневого цвета. Так она выглядит. Для приготовления раствора нам понадобится вода. Разводить будем из расчета 1 к 3. Готовить смесь необходимо в пластиковой посуде, не металлической. Засыпать хлорное железо необходимо небольшими порциями и тщательно размешивать. Лучше всего использовать дистиллированную воду или кипяченую воду.
нашей решетки радиатора хромированные. Одну и вторую. И оставляем их на некоторое время. Так, спустя некоторое время вот так выглядит у нас решетка. Хром начинает уже отставать от пластика. Прошло ориентировочно 4 часа. Верхний слой хрома уже полностью снимается. Вот место, которое было повреждено у нас. Также уже хром отходит полностью, остается один пластик. Сейчас посмотрим вторую запчасть. В растворе он плавает хром. Вот вторая часть, от нее также уже отходит хромированное покрытие. Видно, как реакция идет. Так, оставляем еще на несколько часов. Пускай полежит. На поверхности состава видны частицы хрома. Так, прошло порядка 10 часов. Достаем наши решетки хромированные, точнее уже без хрома. Смотрим лицевую часть. Так выглядит решетка после снятия хрома. Вот пластик поближе. Приступим к окраске деталей наших. Одна решетка и вторая решетка. Для покраски нам понадобится грунт для пластика, черная матовая краска акриловая и лак. И отвердитель к лаку. Я буду использовать лак HS. Этот лак содержит меньше растворителей по сравнению с лаком MS. Разводить мы его будем 2 к 1 и будем добавлять 10% растворителя акрилового. Далее обезжириваем поверхность наших решеток пластиковых и проходим антистатической салфеткой перед нанесением грунта для пластика. И наносим грунт для пластика. Достаточно одного тонкого слоя. Ждем порядка 10 минут до полного высыхания грунта и наносим черную краску. Первый слой.
Между слоями выжидаем 10 минут и наносим второй слой. Так выглядят решетки после нанесения 2 слоев краски черной. И наносим лак. Всего 3 слоя лака. Итого ушло 60 грамм лака на 2 решетки. По 30 грамм лака на каждую. И устанавливаем нашу окрашенную наружную часть решетки. Далее устанавливаем внутреннюю часть решетки радиатора на место. Устанавливаем пластиковые фиксаторы внутренней части решетки радиатора напротив фиксаторов наружной части решетки радиатора. И аккуратно устанавливаем решетку радиатора на место, защелкивая фиксаторы. Проверяем, все ли фиксаторы защелкнулись. Так выглядит решетка радиатора в черном исполнении. На этом все. Спасибо за просмотр. Не забывайте поставить лайк под этим видео и включить кнопку оповещения на канале, чтобы не пропустить новые видео.